Китайский автогигант Geely уже активно разогревает интерес к своему новому флагману Galaxy M9 2026 модельного года. Это гибридный полноразмерный кроссовер, который задуман как универсальное решение для тех, кто хочет и простор для семьи, и премиальный комфорт, а также драйв. Ставка здесь сделана не на банальную гонку цен, а на умный баланс. Здесь обещают технологии уровня флагмана, но без ценового шока. Предварительно стартовая цена составит около $35 тысяч. И это делает М9 заметно доступнее конкурентов с похожими габаритами и оснащением. И самое любопытное, производитель говорит, что доступная цена, как для флагмана, никак не повлияет на безопасность, оснащение и уровень комфорта. По сути, это попытка сыграть в премиум без переплаты, и такой ход вполне способен испортить настроение даже самым самоуверенным конкурентам. А если Geely еще и реально подвезет обещанное качество, то у некоторых брендов появится повод для легкой паники. После выхода на рынок в конце августа в Китае, Galaxy M9 постепенно появится и на зарубежных рынках, включая Европу. Geely уверяет, что характеристики автомобиля будут на уровне, не уступающем европейским аналогам. Для подтверждения своих слов компания провела серию тестов кроссовера, наглядно показывая, что он соответствует стандартам флагманского уровня. В этом видео мы подробно рассмотрим этот гибридный флагман. Кроссовер оснащен полным приводом и системой динамического распределения крутящего момента, которая работает по умным алгоритмам и подстраивается под дорожные условия с помощью встроенных элементов искусственного интеллекта. Проще говоря, автомобиль сам решает, как лучше распределить мощность на колеса, чтобы движение оставалось стабильным и безопасным. Кроссовер успешно прошел внедорожные тесты, легко справляясь с различными препятствиями. Ему в этом помогала двухкамерная пневмоподвеска, которая уже идет в базе. Идеальное решение для тех, кто ценит комфорт и возможность подстроить автомобиль под любые дорожные условия. К слову, клиренс в стандартном режиме составляет 200 мм, так что ни кочки, ни бордюры не станут проблемой. Тесты на неровностях дороги и лежачих полицейских показали, что адаптивная подвеска CDC отлично справляется с вызовами. Она сама подстраивает жесткость амортизаторов под текущую поверхность, обеспечивая комфорт и стабильность. Настройкой этой системы занимались инженеры Lotus, входящие в холдинг Geely. Испытания на внезапное препятствие на мокрой дороге и прокол колеса без отклонения траектории показали, что система стабилизации нового поколения G-Pilot H5 действительно работает. В ее арсенале 11 камер, 3 мм радара и 1 лидар. G-Pilot H5 умеет читать дорогу самостоятельно. Навигация на автопилоте работает без постоянной привязки к картам. Автомобиль принимает решения в реальном времени. А если на пути появляется неожиданная ситуация, он не только автоматически затормозит, но и объедет препятствие на скорости до 130 км в час. И даже подъем под 70 градусов для него не проблема, все благодаря подключаемой гибридной системе EMP. Она включает 1,5-литровый турбированный двигатель на 163 силы и сразу 3 электромотора. Передний развивает 245, а два задних – по 231 лошадиных сил каждый. В сумме получаем 707 лошадок, а разгон до сотни за 4,5 секунды. Но это еще не все. Благодаря трехмоторной системе он без проблем паркуется в самых тесных местах и умеет разворачиваться на 360 градусов. И это при том, что габариты у него впечатляющие. Длина 5205 мм, ширина 1999, высота 1800, а колесная база достигает 3030 мм. Снаряженная масса варьируется от 2,4 до 2,5 тонн в зависимости от комплектации. Этот большой кроссовер впечатляет не только размерами, но и экономичностью. Расход топлива 4,8 литра на 100 километров. И да, производитель, не стесняясь, уточняет, это еще при разряженном аккумуляторе. Электромоторы питаются от двух вариантов батарей.
Первая на 18,4 кВт-часа даст около 100 км чисто на электротяге, без помощи бензинового двигателя. Вторая, более емкая батарея на 41,5 кВт-часа позволяет проехать до 185 км, а общий запас хода автомобиля до 1500 км. Салон Galaxy M9 – это настоящий оазис простора, комфорта и современных технологий. Главный козырь машины – рекордный коэффициент использования внутреннего пространства – 88,3%. Общая площадь салона достигает 5,2 квадратных метра. Стандартная схема посадки – 3 ряда по 2 кресла. Во втором ряду – раздельные сиденья, которые дают максимум личного пространства и удобный проход к третьему ряду шириной 180 мм. Каждое кресло оснащено электроприводом и подогревом, а первые 2 ряда добавляют еще и вентиляцию и массаж. Спереди все внимание сразу притягивает огромный 30-дюймовый дисплей с разрешением 6К на центральной консоли. Им могут управлять и водитель, и пассажир. Перед глазами водителя компактная 12,7-дюймовая приборная панель и проекция на лобовое стекло. Рычаг переключения передач спрятан за стильным трехспицевым рулем, выглядит лаконично и современно. В центральном тоннеле все максимально просто и функционально. Беспроводная зарядка для телефона и пара подстаканников. На втором ряду пассажиров ждут кресла с электрорегулировкой и наклоном до 150 градусов. Встроенный холодильник на 9 литров и потолочный 17,3-дюймовый экран для мультимедиа, правда, за дополнительную плату. Отделка салона и аудиосистема Flyme Auto на 27 динамиков полностью соответствуют премиум уровню. Бортовая электроника с искусственным интеллектом превращает управление автомобилем в настоящее удовольствие. Ассистент понимает голос и настроение водителя, ведет живой многоходовой диалог с человеческими эмоциями и запоминает все ваши привычки. При желании можно даже настроить голос или выбрать диалект. Что касается практичности, багажник не подведет. При полностью поднятых сиденьях он вмещает 328 литров. Спокойно вместятся 6 средних чемоданов. А если сложить оба ряда сидений, объем вырастает до 2171 литра. Geely Galaxy M9 выходит на рынок Китая по цене от $34 800. Точную верхнюю планку объявят только в конце августа, после старта продаж. Эта модель станет более доступной альтернативой Lynk & Co 900 и Zeekr 9X, принадлежащим тому же производителю. Geely стремится охватить широкий ценовой диапазон своими 3 полноразмерными кроссоверами, укрепляя позиции на рынке. Интересно, что за пределами Китая модели семейства Galaxy продаются под брендом Geely. Это значит, что M9, скорее всего, станет флагманом марки на международных рынках, настоящей визитной карточкой современного китайского автопрома. Автомобиль предлагает премиальные технологии, дарит приятные ощущения за рулем и оснащен умным интерфейсом, при этом выглядит и ощущается как продукт международного уровня. Если Geely удастся обеспечить надежность и качество на высоте, M9 реально может стать одним из самых интересных и заметных кроссоверов на рынке. На этом у нас все, но впереди еще много интересного. Друзья, ваш лайк и подписка – это как полный бак для нашего канала. Поддержите нас, чтобы мы продолжали радовать вас новыми обзорами. Делитесь своим мнением в комментариях. Это помогает нам делать контент еще интереснее. Желаем вам только удачных дорог, полного бака и комфортных поездок. Оставайтесь с нами. До скорой встречи на канале.